А по телевизору посмотришь, все так. Да нет, то все замечательно, только мы... Ну вон сетки он висят тут, наверное. Еще и шоу показывают все. Здравствуйте, друзья. Пожилые комсомольцы куда-то едут в поезде и наслаждаются картиной, которую по телевизору не показывают. Подписывайтесь, смотрите, комментируйте. Ребята, вот в таких домах еще живут люди. Представляете? В Култушах. Это же вообще просто какая-то жесть. Вот здесь все аварийное. Дверь в подъезд. Ну-ка. Тут вообще, наверное, крысятник. О, боже мой. Такой подъезд. Жилой причем. В таких домах снимают только фильмы ужасов в Голливуде. А в России просто живут. Богатейшая страна. Ой, вот так вот здесь на дом 48. И это в 20 километрах от Санкт-Петербурга. Ой, следующий не лучше. В этой связи отмечу, что уровень безработицы, даже несмотря на общую экономическую динамику, продолжает держаться на низком уровне. Сейчас безработица составляет 2,1%. Это в том числе говорит о том, что наш рынок труда меняется. Довольный диктатор рассказывает о смене рынка. Тех людей, кто был свободен, погнали на убой. Пропагандист Прилепин рассказывает, что на американские и европейские деньги убивают русских людей. Но только он забывает сказать одну важную вещь, что эти люди не на своей земле. Поставила миллиарды на убийство русских людей. У нас огромные кладбища по всем крупным городам. Там лежат люди, убитые на европейские и на американские деньги. Но, судя по тенденциям, расти кладбища будут и дальше. Маленький, но красноречивый пример, насколько велики потери России на войне в Украине. Поселок Бреды в Челябинской области. На одной из 5 школ недавно открыли мемориальную плиту с именами погибших на спецоперации. 15 выпускников погибли в Украине. Это на 12 больше, чем в Афганистане. И на одного человека больше, чем в Великую Отечественную войну. Потерь нет, говорят они. Это только в одной школе открыли, в маленьком поселке. Теперь умножьте на всю Россию, и можно понять, каких потерь нет. И это только в одной школе. Александрович, добрый день. Какие у вас новости? Добрый день, да, на фоне продолжающихся ударов, которые были достаточно эффективными для нас, наши войска продолжают активно действовать почти на всех участках фронта. На запорожском направлении шли позиционные бои в районе Лобкового, Степового, а также на окраинах Малой Токмачки. Также продолжаются бои на окраинах Малой Токмачки, также продолжаются бои в районе Малой Токмачки. Обратите внимание, кадры немножко изменяются, потому что выступления другие. Но даты скачут по месяцам, а то и годам. А война проходит вокруг маленького поселка Запорожской области. Также продолжаются бои на окраинах Малой Токмачки, и продолжаются небольшие продвижения в Малой Токмачке. Также наши войска имеют небольшие продвижения в юго-восточной части Малой Токмачки. Также продолжаются бои за южную часть Малой Токмачки. Также идут бои за юго-восточную часть Малой Токмачки. В районе Малой Токмачки наши войска активизировались, есть небольшие продвижения в самом населенном пункте. В районе Малой Токмачки есть продвижение, и также идут бои в районе Малой Токмачки. Также есть продвижение в районе Малой Токмачки. Противник признает наше продвижение в районе Малой Токмачки. Также наши войска освободили вчера Малую Токмачку. Обратите внимание, 17 ноября 2025 года говорит, что наконец-то освободили эту Малую Токмачку. Также ужесточенные бои в районе Новоданиловки и Малой Токмачки. Есть продвижение в районе Орехова, где мы давим в районе Малой Токмачки. Также мы давим в районе Малой Токмачки. То есть от ноября до конца декабря опять бои в том же поселке. А потом задают вопросы, откуда же такие потери? Есть продвижение боя в районе Малой Токмачки. Также продолжают бои в Малой Токмачке. Также идут бои в районе Малой Токмачки. Идут бои в Малой Токмачке. Также продолжаем давить в районе Малой Токмачки. Рассчитываю сегодня услышать
подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем А вот интересный диктатор получается. Это, если переводить то, что он говорит, звучит приблизительно так. Я там чего-то начудил, а вы скажите, почему это так получилось? ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России. И я искренне считаю, что мы в беде. Академик Роберт Нигматуллин сейчас расскажет Владимиру Владимировичу, что пошло не так в России с экономикой и почему так происходит. Беды, какие же беды? Ну, показатели. Ну, самые низкие доходы у нас в Европе, ключевые доходы. Ну, сколько можно? Ну, при советской власти действительно были... Ой, неправильно Роберт говорит что-то. Там же по телевизору рассказывают, что Россия живет лучше, чем в Европе, и вся Европа заведует Россией. Беднее, беднее. Но все-таки мы строили страну. Мы строили космос. Атомную энергетику мы были впереди. И, конечно, на это жертвовали. А сейчас все потеряли. И по-прежнему самые бедные, даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах. Ну вообще, как это можно спокойно относиться? Депопуляция. Мы вышли на уровень 0,6 миллиона, каждый год будет сокращаться население. А может даже и больше. Ну, судя, бункерный пока не готов ничего останавливать. Движуха, как говорил Володин, стабильность. Поэтому денег нет, но вы держитесь. Что думаете? Напишите в комментариях. Поддержите канал подпиской. Спасибо, что смотрели. Хорошего времени суток.